Тема моей сегодня презентации – роботизированные комплексы DTX3. Следующий слайд, пожалуйста. Вот увеличение потока исследований в лаборатории или наше желание снизить человеческий фактор. Радость, да, наверное? Но головная боль в том же случае. Почему? Следующий слайд, пожалуйста. Увеличение производительности лаборатории. Как можно добиться? Один из вариантов. Расширить штат сотрудников, расширить площадь помещений, увеличить количество единиц оборудования и еще усилить контроль качества. Или автоматизация процессов и увеличение емкости технологий. В зависимости от ситуации каждый принимает свое решение. Я немножко расскажу, как автоматизировать процесс. Следующий слайд, пожалуйста. Общая схема роботизированного решения. Роботизированное решение – это комплекс. Это всегда комплекс. Это программное обеспечение, это оборудование для выделения нуклеиновых кислот, это дозирование амплификационных смесей при автоматическом создании протокола и автоматической отправкой на станции заданий, амплификация, валидация результатов и отправка результатов либо пациенту, либо в лист для отправки пациенту. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Основные компоненты автоматизированных решений – это автоматически дозирующие устройства для выделения нуклеиновых кислот, для дозирования реакционных смесей. Это программное обеспечение, которое объединяет все и обеспечивает нам трекинг образцов, и программное обеспечение для управления оборудованием. И у нас немножко меняются назад, пожалуйста. У нас немножко меняются реагенты для работы в автоматизированном формате. Первое – это в наборах для выделения нуклеиновых кислот у нас появляются магнитные частицы всегда. И для проведения амплификации у нас поставляются они в нераскапанном формате. У нас будет их дозировать станция уже, а не лаборант. Следующий слайд, пожалуйста. Еще что мы можем сделать за счет автоматизированного формата? Мы можем увеличить емкость плашки. Вместо 4 96-х поставить одну 384 формата. При этом мы уменьшаем в 4 раза количество оборудования, места и себестоимость. Да. Это очень приятно. 384 прибор незначительно дороже 96-го. Он не равен по стоимости 4,96. И это всегда очень приятно. Следующий слайд, пожалуйста. Перейдем к станциям. Все станции чем у нас характеризуются? Высокоточные дозирующие узлы. Они бывают 3 типов. Расскажу попозже. Дозирование с технологией воздушных замок, когда мы набираем жидкость, а потом немножко воздуха, чтобы не происходило скапывание жидкости в ненужный нам момент. Однозначная установка адаптеров на рабочий стол. Подойдете, покажу. Их нельзя поставить по-другому, в другое положение. И это всегда снижает количество ошибок оператора. Дополнительный контроль. Световая индикация статуса станции по типу светофора. Зелененькая я работаю, оранжевенькая, желтенькая я жду задание. Красненькая что-то случилось не так. Допустим, поставили закрытую пробирку. Она уткнулась и сказала, что все не очень хорошо. Подсветка рабочей зоны в 2 вариантах. Я это очень люблю. Когда мы поднимаем защитный кожух станции, нам свет не бьет в глаза, он всегда у нас освещает только рабочий стол станции. Ультрафиолетовые лампы с автоматическим отключением. Мы можем вечером включить, спокойно уйти домой. Станция через 45 минут ультрафиолетовое облучение у нас само выключится. Функция пауза, если мы решили остановить на паузу или что-то доставить на станцию. Станция выпускается в 3 типах размеров рабочих мест. Это 9 мест, 12 и 15. Просто размер стола. В зависимости от наших задач мы будем выбирать наиболее оптимальный вариант для данной лаборатории. И станция поставляется с укрепленными столами для DTX3. Они в комплектации, они увеличивают срок жизни станции за счет отсутствия вибрации и надежности установки. Следующий слайд, пожалуйста. Модификация. Вот на этом все валятся. L4, M4, M1. L
large, M middle, M middle. И количество каналов 4, 4, 1. Large – это всегда выделение, там, где мы используем большие объемы растворов. L4 – четырехканальная станция для выделения нуклеиновых кислот, объем дозирования до 100 микролитров. M4 – четырехканальная дозирующая станция с объемом дозирования до 200 микролитров. За счет 4 каналов мы сильно увеличиваем скорость дозирования и применяем ее для дозирования пакетных исследований, для масштабирования технологии, для большого ускорения нашей работы. M1 станция одноканальная до 200 микролитров. Для работы с нашей стандартной фасовкой, к которой вы привыкли под парафином, или для работы в 384 и 96 форматах в формате произвольного дозирования, или, может быть, вы слышали, Random Access. В зависимости от задач ставится дозирующее устройство, необходимое в данном технологическом процессе. Следующий слайд, пожалуйста. ДТ-стрим выделения ДНК. Чтобы не было вопросов, почему мы не ставим 9-местную? Мало. Основные станции 12-15-местные для того, чтобы мы могли поставить максимальное количество образцов. Нам хватило места для наконечников, для реагентов и для оставшегося. Объем дозирования до 1000 уже сказала. Здесь мы отработанные материалы сбрасываем под стол. Вот в том самом столе, который идет в комплектацию, у него есть система мусоросброса, куда мы можем поставить ведро и выбросить туда наконечники. Станция умеет работать без управляющего компьютера. Ее можно поставить без дополнительного программного обеспечения, если это будет вам удобно. На станции у нас появляются гомогенизаторы, которые позволяют использовать запатентованную технологию с магнитными пестиками. Они при включении магнитного поля перемещаются таким образом, что образуют воронку и активно перевешивают наши растворы. Действительно запатентованные наши технологии. За счет этого мы ушли от нагревания, мы ускорили процесс выделения нуклеиновых кислот. Следующий слайд, пожалуйста. Есть уже достаточно много наборов реагентов для выделения нуклеиновых кислот с широким спектром биоматериалов. Есть наборы, которые только респираторные соскобы выделяют. Есть и респираторные урогенитальные соскобы, которые и ДНК, и РНК выделяют. Есть набор реагентов, который работает со сложным биоматериалом, такими как кровь, эякулят, секрет простаты, фекалий, возможно, культура клеток, даже гомогенизированные ткани. Опять же, в зависимости от задач мы можем использовать тот или иной набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот, но они уже все доступны. Следующий слайд, пожалуйста. И вот здесь вот фотография. Это МЧ-Рапид-2, достаточно новая система, которая выделяет у нас и ДНК, и РНК из соскобов урогенитальных и респираторных. Мы подкрасили наши растворы, что очень удобно в ручной работе, но здесь работает станция, и магнитные пестики. Картриджи мы выпускаем сами. Следующий слайд, пожалуйста. М4. До 200 микролитров 4 канала, и дозирует она у нас вот в такой 384 планшет. За счет снижения объема дозирования и улучшения нашей технологии мы экономим на наших реагентах, и вы тоже. Не менее 10% себестоимости можно сэкономить при использовании 384 формата. Следующий слайд, пожалуйста. Какие наборы реагентов доступны для работы на станции 4-канальной? Это все пакетные исследования. Пакетные исследования – это когда у нас на одного пациента идет 8, 16 или 24 пробирки. Фимофлор 2, Фимофлор 16 и Андрофлор. Фимофлоры скрины, BFC, HPV Quant21 и даже ОРВИ комплекс уже запущен. SARS-384 формат и Ашивя. Обратите внимание, что под эту технологию нам важно количество проб, которые мы ставим на станцию. Минимальное количество без потери реагентов на половину микропланшета фимофлоров будет 12 пробирок,
вместе с контролями в Фимафлора Хонтрофлора Скрин 24 образца с реагентами. Следующий слайд, пожалуйста. ДТ-стрим М1 – дозирование реакционных смесей. Одноканальный дозирующий узел. Дозирование пакетных исследований в стандартной фасовке. Мы поставили наши стрипы, поставили образцы, и у нас внесет минеральное масло, образец и фермент. Одиночные урогенитальные исследования в произвольном порядке. И работает она с 96 и 384 микропланшетами в работе с одиночными урогенитальными инфекциями. Следующий слайд, пожалуйста. Дозирование пакетных исследований, как я уже сказала, фермент, минеральное масло и препараты нуклеиновых кислот вносятся автоматически. В этом режиме станция может работать в автономном, без подключения к программному обеспечению. Совместимые наборы реагентов, примерно все, которые у нас идут в стрипах под парафином. Следующий слайд, пожалуйста. Дозирование в произвольном порядке. Вот здесь вот нам понадобится программное обеспечение, которое передает информацию на станцию, из какой пробирки, сколько чего брать, какого реагента и в какую лунку дозировать. Под каждый новый протокол у нас будет новое задание. И опять же, за счет снижения прошу прощения, объема реакционной смеси и увеличения емкости микропланшета и экономии на постановке контроля в каждый планшет, мы экономим не менее 10% себестоимости на обычных одиночных урогенитальных инфекциях. Следующий. Амплификаторы DT Prime. У нас Кузьма Олегович и Петр Александрович о них рассказали крайне подробно о том, что у нас выпущен второй DT Prime, который взял в себя все хорошее было, что было в DT Prime первом, улучшил и добавил новый функционал. Я надеюсь, что вы его попробуете в своих лабораториях успешно и дадите положительные отзывы. Следующий слайд, пожалуйста. Подытожу. Роботизированный компресс увеличивает производительность лаборатории, обеспечивает прослеживаемость образца за счет использования программного обеспечения DT-интегратор, масштабирует технологические процессы, повышает надежность результатов и снижает себестоимость исследований. Обычно говорят, что автоматизация – это дороже. Далеко не всегда. Спасибо за внимание.